как покрасить яйца на Пасху с помощью луковой шелухи. Вот такие яйца получились у нас в этом году. Теперь мы приехали погулять здесь на море. У нас променад вдоль моря. Ай, какие красивые! Ой, дорога, как хорошо, прямо вот ощущается, когда бежишь мягенько так вот для суставов. Вот, смотрите, какая красота здесь у нас. Благодать. Здравствуйте, мои хорошие! Тере-тере вас! Всех с праздником! Христос воскресе! Сегодня будем с вами красить яйца по старинному, по обычному, по маминому и по бабушкиному рецепту в луковой шелухе. Все эти новомодные этикетки, краски, вот в этом году будем красить яйца, как учила меня мама, как учила меня бабушка и как я передаю дальше своим деткам. Значит, смотрите, что у нас здесь. У нас есть немножко риса. Так мама у меня не делала, это мое ноу-хау. Должна я дальше поколениям передать что-то чуть-чуть добавленное. Водичка у нас здесь, шелуха, да-да, луковая. Луковая. Тут уже приготовлено гнездышко, куда складывать эти яйца. Потом тут у нас такое деревце стоит уже наряженное. Яйца. В общем, берем яйца белые. Смотри, Кристина, я буду тебе первое показывать. Берем яйцо. Значит так, потом берем миску. У меня есть старая миска. И вы не представляете себе... Подержи-ка. Но эта старая миска будет работать на индукционной плите. У мамы она была прямо такая вся коричнево-черная, потому что туда вот прямо на дно этой миски мы будем потом с вами класть шелуху. Сейчас я тоже положу немножко, чтобы это было в качестве подушки, чтобы они у нас здесь не бились. Все. Смотри, Кристина, как это делается. Вот да, не все люди знают, как это делать, потому что есть молодежь. Да, и сегодня для тех, кто такое не умеет, наверное, на моем канале нет таких людей, но вдруг кто-то из молодежи посмотрит, как покрасить яйца на Пасху с помощью луковой шелухи. Всем вам хорошо известно, всем да не всем. Есть молодое поколение. Берем луковую. Я всегда помню, что в детстве выбирала вот такую, как шапочку. Кристина, учись сразу, я для тебя сразу рассказываю. Вот такую, как шапочку, чтобы было удобно, по форме яйца. И вот так вот его ставлю. И потом беру, допустим, вот какое-нибудь красненькое от красного лука сюда вовнутрь. Вот так. То есть начинаем его вот так как бы там вот наряжать и капусту из него делать. Обволакивать его, обставлять вот этими самыми всякими листочками шелухи. Разных цветов, все равно каких размеров и все. Я бы сделала еще так. Я бы помазала бачок вот немножко яйца, не на каждое. Так мы будем красить штук 10, вот не каждое. И вот, знаете, предварительно его... Так. Начала я как-то не от печки. Намочить можно. Можно не каждое яйцо делать. И вот так вот в рисе. И тогда оно покрасится, останется такими, как точечный такой. И обратно в эту шапочку. Вот так. Сначала можно не делать. Мама у меня не делала. Так это мое. Вот в рисинки. Теперь вот так вот опять все это, значит, ставим. Удобно, чтобы ему было. Вот, еще красненького добавим вот сюда шелухи. Вот, можно так прямо оставлять, но мама меня учила это завязывать ниточками. Я взяла темные нитки. И вот так легонечко, чтобы ничего, никакие яйца у нас с вами не треснули, вот так, не отпуская всю эту шелуху, яйцо это заматываем, чтобы при варке оно просто не выскочило. Но сегодня просто как покрасить... Яйца, знаете, для чайников, для новичков. Есть такие компьютерные курсы для чайников. Сегодня как покрасить пасхальные яйца для чайников. Я не делала 1000 лет сама. И вот, да, сегодня я буду делать так. И мы будем с Кристиной вместе учиться. Вот такое яйцо у нас получается. И мы его вот сюда в шелуху. Шелухи у нас здесь будет много, потом мы это будем заливать водой. А пока вот так вот формируем яйца. Все поняли. Но я надеюсь. Давай, Кристина, пробуй. Бери одно.
так, желательно не разбить ничего. И выбирай себе вот какой-то, чтобы... Вот, нет, только не клади, вот он укатится. И видишь, какая вот удобная? Так, берем следующее. Так, мы с вами без риса. Этот возьмем, Кристина делает с рисом. Ну, вот так. Говорят о том, что шелухой луковый это самое, во-первых, как сказать, безобидное, без химии, да, без химикатов крашеное, никакие эти краски, ничего. Но иногда хочется, индустрия, конечно, придумала там всякие рожицы и краски, но иногда хочется чего-то вот прям древнего, старинного. И сегодня я вот очень много лет не делала, сегодня... Попробуем сделать. Самое интересное их потом разрезать и смотреть, какое что где получилось. О, это я прямо ждала и разрезала. Помню, я по детству делала это все я. Да, я знаю, что мама меня смотрит. Мама, ты это типа того, что я играла, а на самом деле я это все делала, я это помню хорошо. Так, я начинаю догадываться, что это была не только игра, а что так, чтобы яйца возняли. Да, вот так вот. В общем, намотали по-разному и закручиваем. Сейчас нитки заняты. Так, вот прям матрешку эту всю и обматываем. То надо брать миску, конечно, которую вам не жалко. Она будет черная, у мамы была специальная. Так, я опять сделаю с рисом. Да, молодец, завязывай. Хорошо получается. Так, а где наша катушка с Кристиной? Так, мы опять опускаем сюда. Станутся белыми, наверное. Не знаю, мама так не делала, но я попробую. Вот так. Рис ждешь, пардон. У нас здесь инвентарь на расхват. Нас же двое. Так, опять кладем. Вот в такие я люблю кругленькие, удобные. Ой, как я хорошо помню это в детстве. А потом как-то пошли эти наклейки. О, так просто, весело. Ну, как-то возвращаешься к истокам. Так, надеюсь, мастер-класс мой кому-то понадобится. Молодежи какой-нибудь. В старую миску насыпаем шелухи и кладем вот так вот эти яйца на подушку прямо из этого всего. На подушку из шелухи. Заливаем водой так, чтобы это было покрыто. Яйца были покрыты. И ставим на медленный огонь. Варим минут 10-15, потом выключаем и все, и забываем. И на следующее утро будем открывать. Так, теперь Кристина закрывает все сверху. Да, такое одеяло делаем. Одеялом. Вся шелуха, что осталось, все туда. Можно выкинуть. Ставим на плиту. Заливаем холодной водой, чтобы было все покрыто. Тяни шланг сюда. Угу. Так, и холодненькую наливаем. Так, сильно не включай, чтобы я успела сказать стоп тебе. Угу. Так вот, потихонечку постарайся, поменьше сделай, струю поменьше, чтобы она немножко так вот все бы... Так. Держим еще. Угу. Все, стоп. Так, убирай кран. Так. Чуть-чуть вот так вот руками это все, красоту. Вот так, смотри, руками вот так вот. Все, и включай где-то, ну, на нашей плите, наверное, на 11. Закипает наша чашка-миска. Старая эмалированная чашка на индукционной плите. А вот, кстати, две современные кастрюльки, нет, одна.
Одна современная, один там как, ну, чашка, ладно, это железная такая кружка. Ладно, а вот одна современная кастрюля уезжает на дачу, потому что она к индукции не подошла. А старые эмалированные вполне. Вот так потихонечку закипает. Видите, уже я к чему здесь стою? Показать, что кипит и уже становится коричневый этот раствор. То есть окрашивание. Процесс пошел. Кипели наши яйца, кипели. Теперь я выключаю плиту. И они остаются здесь до утра. И утром будем вырезать, разбирать, ниточки отрезать и смотреть, что у нас получилось. На следующее утро остывшие наши яйца будем сейчас открывать. Я взяла растительное масло, ватный диск. Вот так вот это вот Кристине и мне. Сейчас мы будем открывать и смотреть, что у нас с вами получилось. И эти яйца смазывать растительным маслом, складывать в наше лукошко. Ну давай, Кристина. Угу, давай посмотрим, что получилось. Так, ну-ка, что у нас там за первый сюрприз? Ой, какой хорошенький, уже вижу. Ой-ой-ой. Вот какой. Все, очищай пальчиками, чтобы вышло голое. Вот он, рис помог, как видишь. Я пока тем временем тоже достану. Вот здесь замотано знатно. Так, а у меня что получилось? Вот какое я достала. Ах, красивое. Ну что может быть лучше этой шелухи? Вот еще какое-то с рисинками было красиво. А вот еще с рисом какое вышло в шелухе и с рисом. Этот рис очень интересные делает узоры. Ай, какое. Ну-ка, покажи зрителям, это вышло какое. О. Вот такие яйца получились у нас в этом году. Как-то все-таки это лучше и веселее, чем эти обычные этикетки. Всех с Пасхой! Христос воскресе! Хейт пюхи! Ну а теперь мы приехали погулять. Здесь на море. У нас променад вдоль моря. Совсем недалеко от дома. Как раз русалка вот здесь напротив, кадриорг. Начинает Таллин просыпаться. Вот эти кустики зеленеют. А здесь вот такая стоянка. Вы можете взять на прокат что-либо отсюда. Болт самокат, вот этот второй вид самоката, и теперь велосипеды, и теперь еще мопеды. Мопеды везде и всюду, всяких случаев, конечно, с ними уже, сами понимаете. Вот, и у нас так построено, значит, променад вдоль моря, где люди ходят, и потом есть вот такая дорожка зелененькая, она как будто чуть мягковатая такая, как бы это для бега. Бег, и здесь еще велосипеды, самокаты и так далее. И вот бегают здесь и на велосипедах. А вот по этим зелененьким они как бы чуть смягчают при беге. Людей очень много, солнце скрылось, но русалка для тех, кто любит, скучает. Русалка. Здесь корабли. Море. Ну, Финский залив наш. Здесь вот мы всегда ходим с вами по променаду в одну сторону, как правило, туда в сторону Пирита. А сегодня пойдем вот по Рейдитей, вот сюда, в эту сторону. Это пляж, но здесь купаться не рекомендуется. Хотя загорать вот так вот на деревянных здесь вот сидеть можно. Даже знак стоит, что купания не надо. Не надо. А вот, а это кадриорг. А это Рейдитей современная. Променад. А здесь довольно все аккуратно, красиво. Так, здесь вот цветочки, кусточки. Но из минусов, я вам скажу честно и откровенно, вонь. Вонь, вот, я не знаю, водоросли это или что от моря. Воняет канализацией как будто. Но это водоросли, наверное.
Водоросли, да. Фу. Вонь. Ба. А впереди он порт, это пассажирский. Променад этот долго строили. Но здесь теперь люди могут гулять. Там он почти до центра идет. Везде лавочки, скамеечки, помойки, конечно. Вот это воняет, похоже, жижа. Тут периодически украшения такие. А здесь такой балкончик, можно понюхать поподробней. Чайки. И вот здесь параллельно кто на самокате, кто на велосипеде. Я вам сейчас все виды покажу сразу. Кто бегом. Людей много. Здесь вон стоят всякие помойки разные. Этот, например, для окурков. Здесь стоит кофейный аппарат, и можно посидеть. И тоже вот такой мысик, мостик. Здесь вешают замочки. Ой, Кристина кого-то нашла. Ай, какие красивые. Здесь немножко картина меняется, тоже скамеечки, еще одни шарики. Дома, это уже там квартиры. Ой, солнышко даже. Какая редкость у нас, а уже какие листики, почки. А здесь вообще беговая дорожка. Чуть мягкая она такая, чтобы вот бегать. Да. Но вот там по всему периметру уже зеленая идет тоже для бега. Угу. Прямо здесь можно потренироваться. И йога, и медитации, что хотите, с видом на море, на залив. А здесь и для людей с ограниченными возможностями вот такой пандус, чтобы спуститься. А не только все, чтобы могли пользоваться. Да, это грузовой терминал. Угу. А здесь уже вон кораблики наши. И такие, и другие. Ой, дорога, как хорошо. Прямо вот ощущается, когда бежишь, мягенько так вот для суставов. Вот это зеленая полоса именно, я имею в виду. И по ту сторону тоже зеленая. Это вот на протяжении всего променада бегать можно. А мы приехали яйца светить. Вот этот храм я вам всегда показываю на Александра Невского на Вышгороде в Таллине. А этот у нас в районе, недалеко от дома. А люди с корзиночками, с пасхальными. Все идут. Смотрите, какие красивые корзинки. Смотрите, какая красота здесь у нас. Благодать. Вот здесь на улице столы и освещают. Здесь муж пошел ставить наше все. Сейчас в храм с вами пойдем тоже. Ага, тоже.
Еще раз всех вас с Пасхой, хейт пюхи. Всем добра, мира, любви и счастья, благополучия. Христос воскресе! С великим, со светлым праздником Пасхи! Христос воскресе! Всем мирного неба, здоровья, и чтобы в ваших семьях царила благодать, здоровье и мир. Калли ципрат, хейт пюхи, раху, раха, я палю армастус. Калли. Христос воскресе!